Не надо 10 лет растить орхидею в одном и том же горшке, в одной и той же посадке, потому что те внутренние корни, они погибают, а вот эти внешние прекрасно вырастают. И нужно эти корни помещать опять в грунт для того, чтобы они получали питание, влагу. Я не опрыскиваю корни. Вот совсем не опрыскиваю. Не хожу каждый день, не опрыскиваю эти корешки. Да, они плотненькие, орхидея еще может и их держать в таком плотном состоянии, но уже не так, как это нужно. Поэтому и делаю пересадку. Давайте достанем орхидею из горшка. Ну, часто спрашивают, почему, по каким признакам я начинаю пересаживать орхидеи. Ну, во-первых, если орхидея растет в горшке 3-4 года. Как раз Бернадетта столько и провела в этом горшке. Почти 4 года. Смотрите, очень высоко оголенный ствол над грунтом. Все воздушные корни, вот они, растущие от шеи. С любой стороны посмотрим, корни эти есть. А вот первые корни, которые начинали расти от шеи и тоже были воздушные, они подсыхают. О чем это говорит? О том, что в горшке небольшое количество корней осталось. Вот даже если здесь раздвинуть, вот они в горшке, уже сухие корни. То есть орхидея старые корни заменяет на новые, и так как эти корни не поливаются, она начинает питаться от листьев. И вот таким образом сушит листья. Не от ствола, от начала листика. Добрый день, друзья! Сегодня покажу пересадку еще одной орхидеи. Сконцентрирую ваше внимание не на самой посадке, а по каким причинам нужна пересадка этой орхидеи. Это орхидея Бернадетта. Но о ней чуть-чуть позже. Буквально 1 минуту показать, что происходит с орхидеями после пересадки. Недавно, может, это видео вышло и месяц назад, я вам показывала пересадку орхидеи Тоши. И посадка была в керамзит с корой. Давайте посмотрим, что происходит с корнями орхидеи. Смотрите, как они активно начали свой рост. И если помните, эта орхидея полностью вываливалась из горшка. Она висела уже за горшком. У нее был такой длинный ствол. И вот что сейчас происходит. Все отлично. Орхидея прекрасно приняла посадку, растет. Но все равно, вот так, наверное, будет виднее, наклон у нее есть. Но если она перед пересадкой наклонялась в эту сторону, теперь у нее наклон немного в другую сторону. Но думаю, что это все исправится. Хотя есть такие орхидеи, которые очень любят наклоняться в ту или иную сторону. Теперь ждем цветения орхидеи Тоши. Это очень красивая орхидея. И она чем-то схожа с орхидеей Бернадетта. Но, как мы знаем, у Бернадетты 2 цветения. Одно такое светлое с фиолетовыми сполохами по краям лепестков, а другое темное. Кажется, что это мутация. Очень темные, такие, как я говорю, корявые лепестки. Но вот это белое. И почему на нее Тоши похожа? У Тоши тоже сполохи по краю листа, но она не чисто белая, а немного розовая, розово-фиолетовая. Вот даже как. Вот поэтому я вам и показала эти 2 орхидеи вместе. Теперь то, что касается орхидеи Бернадетта. Ну, часто спрашивают, почему, по каким признакам я начинаю пересаживать орхидеи. Ну, во-первых, если орхидея растет в горшке
3-4 года. Как раз Бернадетта столько и провела в этом горшке. Почти 4 года. Смотрите, очень высоко оголенный ствол над грунтом. Очень высокий. Все воздушные корни, вот они, растущие от шеи. С любой стороны посмотрим, корни эти есть. А вот первые корни, которые начинали расти от шеи и тоже были воздушные, они подсыхают. О чем это говорит? О том, что в горшке небольшое количество корней осталось. Вот даже если здесь раздвинуть, вот они в горшке, уже сухие корни. То есть орхидея старые корни заменяет на новые, и так как эти корни не поливаются, она начинает питаться от листьев. И вот таким образом сушит листья. Не от ствола, от начала листика. Даже один она уже сбросила, но из-под этого листа рос цветонос. И цветонос порвал этот лист. И когда вот так цветонос сильно рвет лист, чаще всего лист засыхает. Что мы можем увидеть сейчас с вами в горшке? Ну, какие-то корни, безусловно, сохранились. Но в основном это старые корни, которые уже не нужны орхидее. Это те корни, с которыми она была куплена. Вот это будет сейчас середина горшка. Вот там в самой середине, где мы даже не видим. Они уже все давно погибли. Не надо 10 лет растить орхидею в одном и том же горшке, в одной и той же посадке, потому что те внутренние корни, они погибают, а вот эти внешние прекрасно вырастают. И нужно эти корни помещать опять в грунт для того, чтобы они получали питание, влагу. Я не опрыскиваю корни. Вот совсем не опрыскиваю. Не хожу каждый день, не опрыскиваю эти корешки. Да, они плотненькие. Орхидея еще может и их держать в таком плотном состоянии, но уже не так, как это нужно. Поэтому и делаю пересадку. Давайте достану орхидею из горшка. И что мы с вами увидим? Вот как вам показать, так, чтобы было видно. Вот этот старый ствол, который гнилой. Вот то, что к нему, не видно, наверное, вот здесь прикрепляется, вот это все старые корни. И обратите внимание, в керамзите вот тоже эти гнилые корни. Вот это как раз то, что нужно подурам для того, чтобы они... Вот они бегают даже по керамзиту. Сейчас попытаюсь вам ее поймать и показать. Вот она бегает. На керамзите она туда-сюда бегает. Просто навести, наверное, сложно очень. Она то туда, то сюда. В общем, навести сложно. Вот на этом камне я его держу, на этом керамзите. Она просто бегает, такая белая-серая. Маленькая-маленькая подурка. Ну, как мы видим, в керамзите их не так много, потому что просушивается керамзит. Но все равно они есть. И вот эти старые гнилые корни, вот они. Это как раз для них питание. Это разлагающаяся органика. Поэтому время от времени, не каждый год ни в коем случае, но время от времени нужно пересаживать орхидею и для ее омоложения, и для того, чтобы избавиться и убрать корм для подур. Вот где я вижу вот эти сухие корни, даже если там попадутся какие-то еще живые, это не так важно. Вот здесь ствол я весь отрезаю. И пытаюсь этот старый ствол извлечь так, чтобы не повредить живые корни. Это сделать сложно, поэтому я сейчас надрежу все эти корни, которые плелись.
И сначала вот он ствол. Вот вместе среза он сухой. То есть этот ствол тоже орхидеи уже не нужен. Это как ствол на дереве, только он значительно меньше. Он такой же жесткий. Его сломать крайне сложно. Но ствол дерева питает орхидею, а сухой ствол, ну, как вы знаете, и сухие ветки на деревьях, они просто отваливаются. Вот так и мы удаляем этот сухой ствол, он совершенно не нужен. Он не пропустит в орхидею гниение, но сам будет потихоньку, вот видите, черный, подгнивать. И опять это будет разлагающаяся органика, которая будет служить питанием для подур. А вот сейчас эти все старые корни я теперь легко достану. Но не все, как оказалось, возможно достать. Видите, вот такой желтый корень, сухой. И веломен сухой, и внутри тяж будет сухой. И не сгнил веломен, он просто высох. Отрезаю. Еще есть такой корень. И еще. Вот эти желтые. Ну, они светло бывают желтые, темно-желтые, коричневые. Эти корни не нужны орхидеи. Черные корни. Вот, совсем сгнившие. Тоже нужно отрезать. Вот даже держится корень на тяже. А он весь желтый. Так, рассмотреть бы весь этот корень. Вот он весь желтый. И почти у самого основания, там, где мы делали надрез. Он тоже такой старый, что при посадке он сейчас быстро превратится вот в такую же труху. Его можно сразу отрезать и убрать. Вот он. Вот смотрите. Вот такой корень. Это очень старый корень. Он в новой посадке сразу погибнет. Но все остальное не так плохо у этой орхидеи. Все остальное, наверное, я оставлю. Здесь остались то ли кусочки цветоносов, то ли старые части корней на самом стволике. Вот их я тоже отрежу. Так. Еще одно. Вот он, старый лист, который я вам показывала, которым орхидея на данный момент питается. А выше листа, смотрите, какой шикарный корень растет. Вот этот лист можно удалить. И после этого листа, ведь отпал-то следующий. И как раз вот этот сухой нужно удалять обязательно, потому что он настолько становится сухим и жестким, что не дает возможности вырасти новым корням. Лист я разрываю на две части вот по этой линии, посередине, и растягиваю в противоположные стороны. Если лист еще живой и его сложно снять, нужно сделать разрезы там, где растут из этого листа корни. И тогда вы с легкостью сможете убрать этот лист. Но и снимать лист тоже нужно в противоположные стороны. Вот сейчас я это все уберу. Сниму со ствола. Друзья, мы обязательно продолжим повествование в следующей серии. До новых встреч! Увидимся на канале.